Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас я снимаю ваш таро-прогноз на апрель 2023 года. Очень будет яркий, очень насыщенный весенний месяц, который принесет многим глобальные перемены. Поэтому мы посмотрим, чем же он будет созвучен с вами и какие перемены вам несет. Работаем сегодня с таро Светлого Провидца, а также и Норман Исцеляющего Света. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, приступим. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится семерка пентаклей. То есть в рамках этого месяца вы будете закладывать семена каких-то действий, событий, планов, проектов, то есть каких-либо ваших начинаний. То есть это первые шажочки к успеху, к реализации цели или задачи. Для многих это вопрос также связанный со здоровьем, потому что, знаете, как здесь укреплять свой иммунитет, свой организм, принимать, возможно, по рекомендации врача какие-либо БАДы, витаминные добавки, восполнять ваш организм витаминами и минералами. Для некоторых это вопросы зачатия, деторождения, потому что семерка пентаклей – это у нас вынашивать плод, ждать, да, созревания. Ну и, конечно же, это аркан, который указывает на вашу активность, то есть думать наперед, действовать наперед и предвидеть какие-либо события. Посмотрим, в какой именно нише он будет созвучен с вами. Но здесь, если смотреть по шестерке жезлов, это какие-то долгосрочные планы на будущее. То есть для кого-то это, возможно, этапы раннего бронирования, то есть планировать отпуск, поездку, путешествие. Для кого-то готовиться к переезду, откладывать ресурсы, узнавать, собирать информацию, как я говорю, прощупывать почву, возможно, заранее искать себе работу, жилье. То есть чтобы этот переезд прошел с легкостью, с успехом и триумфом. Опять же, для кого-то, если это касается вопроса мобильности, приобретения транспортного средства, то автомобиль, который вы будете покупать в рассрочку, то есть гасить будете поэтапно. Если же смотреть арканы, связанные с работой, то по пажу пентаклей. Для кого-то, если вы работаете, это может быть новый персонал, либо стажер, которого вам дадут, или же если вы, допустим, хоть наемный сотрудник, хоть вы, допустим, там в качестве соискателя, это получать новый опыт, новые навыки, чему-то обучаться, черпать новую информацию, потому что вы понимаете, что она будет способствовать вашему дальнейшему карьерному росту, либо увеличению дохода. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас на текущем этапе не работает. По четверке чаш, это, знаете, как некий застой, отчаяние. Почему? Потому что вам кажется, что либо вам слишком поздно учиться, идет такая ситуация, все, я опускаю руки, я умываю руки из этой ситуации, но по факту это не так. Вы поймете, осознаете, что люди обучаются в любом возрасте, было бы желание. Вижу цель, не вижу препятствий. Единственное, что многим это будет даваться тяжело, это сложный период адаптации к получению новым знаний, да, вообще к вопросу каких-то перемен и трансформаций, но это будет необходимо, потому что вы понимаете, ради чего вы это делаете. Это для долгосрочного успеха. Если же смотреть ситуацию для наемных, то есть, простите, для соискателей. Паж пентаклей и дурак – это найти работу, это трудоустройство и стажировка. То есть здесь как вопрос испытательного срока, но тем не менее по ситуации вы здесь довольны. Если же вы у нас наемный сотрудник, то паж чаш. Ну, это Фигаро здесь, Фигаро там, сейчас объясню. Это либо дадут такого стажера, который не знав, тащи и забув. Ну, по принципу, знаете, в одно ухо влетело, в другое вылетело. То есть человек некоторый так оторван от земли. Очень такой добродушно открытый, но в какой-то степени инфантильный. Ну и второй момент, это у вас может быть такое восприятие информации, ситуации в целом, потому что весна в душе, как-то не до учебы, но нужно будет себя превозмогать и активно работать над тем, чтобы какая-то информация все-таки для вас отложилась и закрепилась. Для тех, у кого свой собственный бизнес.
то здесь паж Пентаклей и суд указывает на смену формации. То есть, допустим, подбор новых кадров, либо если у вас не было никакого персонала, может быть поиск команды, которая сделает вашу работу более продуктивной и позволит вам зарабатывать больше, то есть активно продвигать ваши товары и услуги. То есть некая такая ситуация перерождения, возрождения, то есть вложения, которые оправданы. Финансовая сторона вопроса. Тройка чаш. Но по тройке чаш здесь все прекрасно. Радость, комфорт, прибыль, траты на удовольствие, на подарки, на отпуск, на отдых. Просто вопросы шопинга, мимолетных каких-то покупок под воздействием эмоций. Но тем не менее вы здесь не будете ни о чем сожалеть. Тем более доходы ваши будут превышать расходы. И этих ресурсов будет хватать на многие вещи. Вопросы здоровья. А вот по здоровью, как я уже говорила, по пятерке мечей ситуация не из простых. Либо уже, знаете, как организм расшатан от А до Я, и тут нужно его укреплять, закалять и способствовать тому, чтобы восполнить те ресурсы, которых у вас не хватает. У кого-то может стать вопрос угрозы выкидыша, поэтому по рекомендации врача здесь как отправиться на сохранение, опять же принимать ряд препаратов, которые позволят вам стабилизировать ситуацию. И опять же, видите, здесь даже по прорисовке пятерка мечей, это могут быть мигрени и головные боли. Ну, по рыцарю мечей это связано больше со стрессами, с очень активными такими жизненными ситуациями, с вашей адаптацией под эти ситуации. Но пятерка мечей, рыцарь мечей – это обращение к врачу с целью устранения этих нюансов. Потому что иногда вот эта связка карт, она может указывать на хирургические вмешательства с целью устранения этой головной боли. Услышьте меня правильно, не настраивайтесь на негатив, сейчас объясню. То есть, допустим, не дай бог, у кого-то там киста, да, из-за зуба, или нужно удалить зуб, потому что как раз дают какую-то вот головную боль или в ухо стреляет. Опять же, у кого-то, не знаю, там может быть проблема с носовой перегородкой или просто с ушами. То есть это как устранить эту ситуацию, это вообще как бы проблему в целом. Но, повторюсь, за счет врачебной помощи. Вопросы личной жизни. У нас здесь ложится аркан маг. Но ситуация сам себе хозяин. Хочу халвуем, хочу пряники. Вы тут четко контролируете ситуацию, четко понимаете, чего вы хотите от жизни, как вы этого хотите достичь, ну и какие действия, усилия нужно сделать, чтобы достичь желаемого. Будем смотреть для тех, кто у нас на текущем этапе свободен. Что же у вас здесь? Маг и семерка чаш – это как определиться с желаниями, с тем, как говорю, идеалом партнера или партнерши, которого вы хотите видеть рядом с собой. Потому что когда человек твердо знает и понимает, чего он хочет, этого легче достигать. У кого-то, может быть, стоит ситуация сложного выбора, потому что, допустим, много разных знакомств, вы не понимаете, с кем эти отношения развивать. На кого же обратить внимание, в кого вкладываться. Но то, что вы не будете одиноки, по аркану влюбленный, это факт. Здесь обретение второй половины, здесь яркие эмоции, здесь находиться в мечтах, в снах, потому что по семерке чаш, что когда человек еще снится, то есть полностью быть окрыленным этими чувствами. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то маг и сила – это обретение внутренней силы, гармонии, поддержки. Это завоевать сердце, душу, внимание вашего партнера или партнерши. Ну, и как бы это грубо не звучало, это как видите из него веревки. Манипулировать, то есть человек будет полностью идти на какие-то ваши провокации, на ваши импульсы. И всецело будет подчинен вам. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в стабильных союзах, маг и колесница. Активное движение вперед, активное развитие отношений, причем в том русле, в котором комфортно вам, каким видите его вы. Это, помимо всего прочего, совместный переезд, иммиграция, смена места жительства, переезд в новый дом, для кого-то просто ситуация съехаться, но ваши отношения, знаете, как приобретают новое начало. Даже если уже длительный период в браке, это как отношения, которые развиваются по-новому. Новая страсть, новые эмоции, новые результаты, новые достижения. И здесь, конечно, еще первооснова это будет материальная составляющая, то есть совместно достигать каких-то материальных аспектов. Это вас радует, это вас мотивирует и укрепляет ваш союз. Рекомендация от карт. Туз жезлов.
Меньше думай, действуй, потому что по тузу жезлов это новое начало, это импульс, это посыл, это как следуй за мечтой, следуй за идеей, следуй за страстью, которая в тебе горит. Туз жезлов это как новая возможность, которая в тебе разгорается, поэтому ухватись за нее. Опять же, поскольку у нас туз жезлов, это может быть карта повышения температуры, воспалительных процессов, вот вам то, о чем я говорила по 5 мечей. Это не затягивается этой ситуации, то есть если чувствуете, там стреляет ухо, болит зуб, беспричинные головные боли, идете к врачу на обследование, чтобы устранить эту ситуацию. Ну а в целом туз жезлов это новое начало, новый этап жизни, в который вы будете активно входить. Не нужно этого бояться, активничайте, прикладывайте максимум усилий, и все у вас будет в жизни замечательно. Посмотрим с вами на неожиданность периода. Что здесь по факту? Ребенок, крысы, аист. Ну, слушайте, тут гадалки не ходить. Этот ряд четко говорит о вопросах зачатия, деторождения. Это основной посыл, который идет по карте. То есть, кто планировал, кто к этому стремился, у вас очень плодотворный месяц в этом плане. Если не брать ситуации зачатия и так далее, потому что ребенок крыс – это плодовитость, то это новые начинания, которые будут плодовитыми и перспективными. Видите, новый этап, который для вас будет продуктивным, плодотворным. Перемены, переезд, смена места жительства, либо новые отношения, которые, да, будут основаны на страсти, на сексуальной тяге, но которые будут иметь продолжение и активное начало. Тут даже добавить ничего. Поэтому пусть у вас так и будет, действуйте. Вселенная вам помогает, вас поддерживает и несет вам эти замечательные перемены. Вот таким вышел расклад на апрель 2023 года. Верю в то, что информация вам будет во благо. Вы, как говорится, не опускайте рук, действуйте. И я уверена в том, что действительно эти перемены просто дадут вам такой вот новый толчок, новую мотивацию, новую энергию. И те перемены, которых вы очень долго ждали. Вот таким вышел расклад. Я вас благодарю за внимание, благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых видео.